Здравствуйте! Сегодня я буду делать корзину из остатков трубочек, которые остались у меня от предыдущих работ. Я долго не могла найти им применение, а сейчас мне нужно сделать короб определенного размера, а цвет не имеет значения. Поэтому я решила использовать эти трубочки. Они все уже были чем-то обработаны, какие-то лаком, какие-то пропиткой, поэтому сейчас мне остается их только хорошо увлажнить. Затем я заверну их в пакет и оставлю на ночь. А пока сделаем дно. Я вырезала из картона две заготовки нужного размера и сейчас обклею их газетой. Вместо газеты можно взять любой другой материал. Это могут быть и салфетки, и цветная бумага, обои. Но мне дно нужно было темное. Ничего подходящего не было, поэтому я решила обклеить газетой, а потом покрасить. Чтобы хорошо закрасить принт, на полстакана воды я добавила 2 ложки акрилового лака, 1 ложку белой акриловой краски и колер. Такой состав обычно очень хорошо закрашивает газетный текст. После того, как заготовки высохли, я разметила на них расстояние между стойками. Оно у меня будет 2 сантиметра. И буду приклеивать их, используя для удобства двусторонний скотч. Теперь немного клея ПВА. Соединяю 2 половинки и ставлю под пресс до полного высыхания. Ну а после того, как дно полностью высохло, я вставляю рабочие трубочки рядом со стойками и по всему периметру дно оплетаю. Увлажненные трубочки в пакетах пролежали у меня ночь. Причем я их не просто увлажняла из пульверизатора, я их замачивала на 2 минуты в воде. И они вполне пригодны для работы. Правда, оказались там трубочки и не обработанные, просто окрашенные. Ну, посмотрим, как поведут они себя в работе. Дальше я продолжаю плести, плавно поднимая стойки вверх. Перед этим у основания я их тоже увлажнила. Каким узором я буду плести корзину, пока не знаю. Буду ориентироваться по ходу плетения. Все зависеть будет от количества трубочек того или иного цвета. Ну, каких на что хватит. Но пока я проплетаю между темными рядами один ряд трубочками бежевого цвета. Корзина у меня будет длиной 42 сантиметра, шириной 33 и высотой 35 сантиметров с ручками. И вот на весь этот объем нужно распределить цвета так, чтобы получился какой-нибудь цельный узор или орнамент. Трубочки у меня, как оказалось, тоже не все хорошего качества. С некоторых сошла краска.
Но потом я подберу подходящие по цвету колер и их подкрашу. Сейчас я меняю цвет трубочек. Одну на сливовый, вторую на бежевый. И проплету ими 2 ряда. А так как у меня количество стоек четное, то у меня получится небольшие столбики 2 цветов. Сейчас я добавляю еще одну светлую трубочку и этими сдвоенными буду плести ситцем. А темными отделочными одну сверху, одну снизу я добавляю. Просто вставляю в плетение, а после того, как я проплету ряд, с лицевой стороны я их просто подрежу. Они так будут хорошо держаться. Итак, ситцем я плету перед стойкой за следующую, а темными формирую крестик. Все время начинаю с верхней трубочки. За стойку. Теперь нижнюю поднимаю. У нас получается крестик. Плести надо аккуратно, сразу поправлять стойки, чтобы они не наклонялись в разные стороны, чтобы трубочки не перекручивались. С верхней начинаю за следующую и нижнюю вверх. Вот я дошла до угла, от которого начинался узор. Сейчас я его заканчиваю. И мне надо обрезать 2 трубочки. А 2 оставшимися я проплету таких же, как под крестиками, 2 ряда столбиков. Затем пойдут разделительные полоски бежевые и коричневые, такие же, как внизу. И я решила, что такие полоски я буду пропускать между каждым мотивом узора. Ну, для того, чтобы он смотрелся как орнамент. Ну, дальше идет вторая полоса узора. Здесь добавляю новый цвет. Буду плести бежевыми и черными. Все буду делать точно так же, как внизу. Те же столбики, те же крестики, с одной лишь разницей. Если внизу, выплетая узор, я плела ситцем с двойными трубочками, то здесь я буду это делать одной.
так у меня пошла третья часть узора, скажем так, третий орнамент. Я меняю цвет одной трубочки на сиреневый и буду плести узором гусиной лапки. Заключается он в сочетании прямой веревочки, ситца и веревочки обратной. И сейчас я плету первый ряд прямой веревочкой, трубочками двух цветов. Дохожу до угла. И сейчас в работе у меня будет только одна светлая трубочка. Темная будет отдыхать. Плету светлой трубочкой ситцем перед одной стойкой за следующую. И так, чтобы сиреневая трубочка образовывала столбики, то есть ряды шли друг над дружкой. И теперь третий ряд. В работе у меня опять 2 трубочки, и плету я веревочкой обратной. И вот сочетание 3 разных плетений дает нам несложный, но довольно красивый узор. Дальше пойдет темная разделительная полоса. И я сделаю еще 2 мотива гусиными лапками. Только в одном из них я поменяю цвет, потому что сиреневых трубочек у меня не хватит. Но и этого будет мало до нужной высоты. Надо будет еще 12 сантиметров проплести. Поэтому я повторю над гусиными лапками 2 нижних орнамента. Но тот, что я плела крестиками и столбиками. Ну, во-первых, мне на это должно хватить трубочек этих цветов. Ну и думаю, что таким образом весь узор в целом на коробе будет смотреться более органично. Ну вот я закончила работать цветными трубочками. Как я и говорила, сделала еще 2 мотива гусиными лапками и повторила 2 нижних орнамента. Мне осталось сделать темными трубочками окантовку, ручки и загибку. Загибка у меня будет самая простая. Сначала я беру каждую стойку, завожу ее за следующую и вперед. Это будет первый этап загибки. Перед работой стойки надо хорошо увлажнить, чтобы они не заламывались. Делать эту загибку можно и на более коротких стойках, не таких, как у меня. Но я решила объемную загибку не делать, потому что короб пестрый, и объемная загибка, мне кажется, отвлекала бы внимание от основного узора. Ну, в общем, объем, мне кажется, это уже был бы перебор. Поэтому я остановилась на этой загибке. И последнюю стойку я заправляю в первую петлю. Дальше я все стойки подтягиваю. И второй этап загибки, он заключается в следующем. Берем каждую стойку и вставляем ее в следующую петлю. Таким образом, по окончании загибки у нас все стойки будут внутри, после чего мы их аккуратно подрежем.
Ну вот я закончила работать с корзиной, которую плела исключительно из остатков трубочек. Как я вначале уже говорила, и выбросить их было жалко, и применения им все не находилось. Ну что сказать, сложно было работать с этими трубочками. Ну и, наверное, в первую очередь из-за того, что все они были разные. Причем разные по всем параметрам. Они были разные и по длине, они были разные по обработке. Какие-то обработаны лаком с водой, какие-то пропиткой, какие-то просто окрашены. С некоторых краска сходила, были такие слабенькие. Вот. Они были разные по плотности. То есть накручены были из бумажной полосы разной ширины. Какие-то на 10, какие-то на 7 сантиметров, какие-то даже на 15. Если присмотреться, то на корзине видно, что все трубочки разные. Сложно еще было высчитать, какого цвета на какой мотив узора хватит. Мне вначале даже пришлось распускать целый орнамент из-за того, что у меня не хватило, у меня были зеленые и розовые трубочки в работе. Вот их не хватило, и мне пришлось распускать и менять на другой цвет. Но все равно трубочек в итоге не хватило. И вот здесь даже видно, где я плела гусиные лапки сиреневым цветом, мне пришлось вставить голубую трубочку одну, вот ее видно, она светлей. И бежевых трубочек тоже не хватило. Я вставила 8 трубочек желтых. Ну, конечно, вы можете сказать, что надо было найти подходящий колер, подкрасить трубочки и доделать, да? Да, но у меня цель была другая. Я хотела избавиться от хлама. И корзину сплести исключительно из остатков. Ну, в итоге все-таки у меня это получилось. Конечно, если плести такую корзину специально, ну, цветную вот, если у вас будут трубочки все одинаковые, будете крутить одной спицей на ширину полоски, одну и ту же. Если вы подберете цвета красивые, которые будут сочетаться между собой, то у вас получится, конечно, корзина не чита этой, у вас может получиться произведение искусства. Ну, у меня получилась вот такая вот. Ну, вот, в общем-то, и все, что я хотела сегодня сказать и показать вам. Желаю всем творческих успехов.